Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. И сегодня с вами обсудим те злободневные вопросы, которые присылают нам подписчики. Добрый день, Вадим Александрович. Наши подписчики интересуются темой манипуляций в сексе. Возможно ли помимо воли склонить человека к сексу? Когда я слышу такие вопросы, у меня сразу возникает образ эдакой холодной ледяной красавицы, неприступной вершины, которую пытаются взорвать враги втихомолку, подбираясь к ней со взрывчаткой по потаенным подземным норам. Или трепетные дюймовочки, которую зловещий соблазнитель введет в гипнотический транс, о которой она даже не вспомнит, когда ей вдруг придется прийти в себя. Короче, женщина-жертва, женщина изнасилованная, женщина-страдалица и просто невинная штучка. И если вам такая роль нравится, то существует множество, в том числе пикаперских способов дать вам иллюзию, что вы тут ни при чем и всего лишь поддались на манипуляции зловещих искусителей. Это напоминает ритуал вуду, когда без присутствия жертвы ее уже приговорили и ей кранты. Понимаю. Это интереснее пообсуждать, чем понимать, что такие вещи чушь. И вы всего лишь позволяете искусителю дать вам возможность выйти из принятой в обществе роли благонравной девственности. Ладно. Сегодня не буду настаивать на своей любимой ответственности человека за все, что с ним происходит. И сделаю вид, что вам поверил. И учу ваших потенциальных скрытых насильников способом вашего же невольного соблазнения. Вернее, помимо вашего вольного. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылки в описании внизу, в которых вы сможете задать мне вопрос и пообсуждать в нашем чате данную тему, как и многие другие. Не забывайте ставить лайки, подписываться, нажимать на колокольчик, деритесь, ругайтесь, соглашайтесь, вот только не оставайтесь равнодушными. Итак, господа соблазнители, слушайте. Первый лучший способ соблазнить женщину – дать ей ощущение вашей преданности и полнейшей любви. Как, что и когда любить по переписке не могу вас научить. Можете поискать многочисленные тренинги всего и вся или посетить мой индивидуальный прием. Кто не хочет любви, прошу на выход. Второе. Женщина рядом с вами должна чувствовать себя единственно неповторимой, вне зависимости от своей внешности и триллиона комплексов. На пьедестал ее. Третье. Комплименты. И еще раз комплименты. Если не знаете и не умеете, вам в помощь многочисленные тома каких-нибудь сборников, тостов, анекдотов, ласкательно-уменьшительных эпитетов. Кто не хочет учиться, зовите звезду с неба. И надейтесь на удачу. Четвертое. Учитесь слушать и задавать вопросы. Любая женщина очарована, когда ее слушают. Пусть даже она несет полную чушь. Пятое. Слушая девушку, постарайтесь наводящими вопросами выяснить, какой тип мужского поведения ей больше всего по вкусу. И потихоньку погружайтесь в нужный образ. Не факт, что она не солгала. Но не попробовав, не поймешь. Шестое. Женщине, даже если она в душе боец, социумом предписывается быть паинькой и трепетной ланью. Поэтому, чтобы ее открыть и расположить к себе, мужчина все равно должен научиться проявлять решительность. Ну, на первых порах хотя бы. Седьмое. Вы должны выгодно отличаться от своих конкурентов, предшественников и окружения. На павлиньих перьях я не настаиваю. Но и оставаться в роли зашуганного недоростка не вариант. Одежда, поведение, прическа, дорогой парфюм, часы, ботинки. Даже подогнанная по договоренности дорогая машина. То, что надо. Вы на ярмарке тщеславия, а не на суде совести. Тем более, что вы часто не намерены идти дальше первых свиданий или постели. Непонятно? Восьмое. Вне зависимости от вашей смелости, словарного запаса
и материального состояния, хотя бы на первый период ухаживания и соблазнения, вам надо стать легким в общении, повиалому, без кучи комплексов и постараться не скупиться, даже если в кармане пусто, а потом воздастся. 9. Истерики, выплакаться в жилетку, взрывы ярости и агрессии оставьте пока дома, для мамы. Здесь этого не оценят. Будьте спокойны, уравновешены, харизматичны, веселы и самодостаточны. Мало женщин хотят оказаться в постели с маменькиным сыночком. 10. Как это вас не пугает, смотрите на девушку и не отводите от ее влюбленного, внимательного взгляда. Не буравьте остекленевшим, гипнотическим, а именно пеленающим, нежным и ласковым взглядом. Тренируйтесь на кошечках. 11. При любом удобном случае не пугайте девушку. Старайтесь к ней прикасаться, поправить локон волос, подать руку при спуске с лестницы, перенести через лужу, легкое поглаживание по плечу, прижаться в такт музыки, в танце. Прикосновения говорят девушке о ваших намерениях, делают контакт желаний приятнее. 12. Не ищите гениальных способов соблазнения. Ни один из них не сработает, если вы не будете смелым и решительным. А любой гениальный способ не работает даже на 50%. Я работал с прожженными пикаперами, которые подобными побегами из привычного мира пытались разрешить свои же многочисленные комплексы. Оказывается, они тоже люди. Они матерые монстры соблазнения. Когда-то они снимают маску и становятся такими же маленькими, испуганными мальчиками, как все. 13. И самое главное, напоследок. Исходи из того, что женщины в среднем немного меньше озабочены сексом, чем мужчины, которые часто готовы везде и все. Поэтому ваша задача любыми достойными способами повышать ее либидо. Даже если она на очередной новомодной диете, сводить ее в ресторан или накормите шоколадом, морепродуктами, заморскими фруктами, поите имбирным чаем, кофе. Делайте ей сюрпризы, приготовьте ужин. Подарите ей прекрасную беседу, наконец, по душам. С любимым вином и атмосферой ее почитания и обожания. А потом, как любил выражаться великий грешник, колдун Юрий Лонго, зажгите благовоние, положите заговоренный прутик на порог спальни и скажите по типу крибли-крамбли-бум. Все, она ваша. Делитесь своими мыслями, вопросами, пожеланиями, комментариями под этим роликом. И если вам будет интересно, с вас лайк. Также подпишитесь на канал. Порекомендуйте его своим друзьям. Подпишитесь на телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Ссылки в описании. И мы с вами сможем сделать эти встречи еще чаще и поговорим о множестве путей выхода из самых разных затруднительных ситуаций с тем, чтобы делать более решительные шаги навстречу своему будущему. Будем снова учиться брать судьбу за жабры и ни за что ее отпускать. До новых встреч! С вами был архитектор судеб, ваш доктор Куров.